Здравствуйте, друзья! Нам врут про перенаселение Земли. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Автор Александр Дубровский. Вот задумайтесь, люди, почему нас все время пытаются обмануть? Для чего? Возможно, что этим роликом я затрону запретную тему. Возможно, этот ролик удалят или заблокируют те, кто не хочет, чтобы правда была доступна людям. И если вы смотрите его, то поделитесь им со всеми своими знакомыми в социальных сетях. Люди не стадо, люди имеют право знать правду. По данным ООН, в мире голодают 795 миллионов человек. 25 лет назад число голодающих составляло миллиард. С одной стороны, вроде бы налицо сокращение страдающих от недоедания, с другой стороны, есть вопросы к методологии подсчета. А если принять во внимание, что за тот же срок население планеты выросло на 1,9 миллиардов, то как относиться к апокалиптическим сценариям, предусматривающим невозможность обеспечить все увеличивающееся население Земли полноценным питанием уже в самое ближайшее время? Меня давно интересовал вопрос пресловутой перенаселенности Земли и связанных с этим трудностей с обеспечением людей продовольствием, когда целые регионы планеты периодически буквально вымирают от голода. Рассуждая на эту тему, я пришел к выводу, что это такая же высосанная из пальца проблема, как глобальное потепление, разрушение озонового слоя и прочие страшилки, за которыми маячат зловещие тени выгодоприобретателей. Чтобы хоть немного оценить масштаб проблемы, в том числе и масштаб в буквальном смысле, необходимо всего лишь калькулятор, карта Земли, хоть бумажная, хоть компьютерная или глобус, а также немного здравого смысла. Итак, в настоящее время на планете проживает 7,5 миллиардов человек. Это много или мало? А 10 миллиардов? И какое в принципе население может прокормить Земля? Вопросы эти не новые, тем не менее мне захотелось самому, невзирая на авторитеты, разобраться и получить свой собственный результат. Берем карту планеты обычного комнатного формата или, например, открываем Google Планета Земля, где в инструментах есть удобная линейка. Для начала условно выделяем каждому человеку 1 квадратный метр и на этой достаточно свободной квадратуре для одного стоящего расставляем всех жителей Земли на площади 10 тысяч квадратных километров. Квадрат со стороной 100 километров или 10 миллиардов квадратных метров. Поместятся аккурат те самые перспективные 10 миллиардов человек, ожидаемые к середине 21 века. Как будет выглядеть означенная площадь на карте глобусе? Элементарно, в виде небольшого прямоугольника на бесконечно громадном незаселенном пространстве. Прямоугольника размером не намного больше крупного среднего мегаполиса и намного меньше самого крупного китайского города Чунцин, занимающего площадь 82,3 тысячи квадратных километров. Собственно, еще в 1968 году о том же самом писал английский фантаст Джон Браннер в романе «Стоя на Занзибаре». В его перенаселенном мире первой половины 21 века все население Земли могло уместиться локоть к локтю на одном достаточно небольшом острове Занзибар. Согласен, 1 квадратный метр на человека ни о чем. Тогда выделяем каждому по 20 квадратных метров, вполне пригодных для более-менее комфортного проживания, и поселяем всех, например, в плотно стоящих жилых домах, этажность которых составляет, например, 10 этажей. Получаем 10 тысяч квадратных километров умножить на 20 метров квадратных разделить на 10 этажей равно 20 тысяч квадратных километров. То есть площадь на карте увеличится всего в 2 раза. Прямоугольник 100 на 200 километров, оставаясь в разы меньше площади города Чунцин. А теперь уговорите меня, раз уж я начал применять некие параметры комфортного проживания, раздвинуть условные десятиэтажки, расположить некое подобие дворов, автостоянок, дорог, тротуаров и кучу административно-бытовых учреждений, необходимых для жизнедеятельности мегаполиса, вплоть до очистных сооружений. По моим прикидкам, площадь придется увеличить примерно в 10 раз. Это минимум, без излишеств и разных там площадей и пустырей. Результат – 200 тысяч квадратных километров, прямоугольник 200 на 1000 километров.
что превращает наш условный город уже в некое подобие супермегаполиса, однако превышающего по площади с учетом относительно низкой этажности самый крупный город Земли всего в 2,5 раза. То есть даже в 2050 году все население планеты можно разместить в одном, только очень большом городе. Не уверен, насколько комфортен итоговый показатель в 20 квадратных метров общей городской площади на одного человека, однако он вполне коррелирует, например, с княжеством Монако, где на одного человека приходится всего 50 квадратных метров. Или с таким островом-мегаполисом, как Сингапур, где на одного человека приходится 125 квадратных метров, с парками, площадями, скверами, офисными зданиями и даже зоопарком, а также прочими гигантскими магазинами ненужных вещей. Так что мой расчет, основанный на минимально необходимых потребностях для полноценной жизни в городе, не так уж и оторван от реальности. Наконец, приближаемся к итогу рассуждений. Исходные данные. Площадь всей суши Земли составляет без малого 150 миллионов квадратных километров, из которых 70%, то есть порядка 100 миллионов километров, являются пригодными для земледелия и получения других видов продуктов. Всех жителей Земли с запасом можно комфортно, без излишеств, расположить на площади 200 тысяч квадратных километров. Промежуточный результат. Все земляне способны поместиться на площади порядка 0,2% части от всей пригодной для жизни поверхности суши, что находится на уровне статистической погрешности, а на самом деле за ее гранью. Даже если увеличить этот показатель в 10 раз до 2 миллионов квадратных километров с уже вполне достойными 200 метров квадратных общей городской площади на одного человека, то и в этом случае площадь супергорода будет составлять только 2% всей суши, то есть чуть выше уровня стат погрешности. В дальнейшем, если угодно, я буду использовать как раз этот показатель. Далее легко убеждаемся в способности матушки Земли прокормить и 50, и 100 миллиардов человек. Для чего возьмем, например, умозрительный показатель о том, что для полноценного прокорма овощи, фрукты, рыба, птица и скотина одному человеку надо порядка 10 соток, пригодной для обычной, не супер-гипертехнологичной жизни Земли. При этом опускаем естественный вопрос специализации хозяйств и возможного обмена между ними продуктами, так как не на каждых 10 сотках можно одновременно развести рыбу, скотину и разбить огород с садом. Точно так же, как опускаем вполне возможные попытки объединения участков в более крупные хозяйства, например, для посева зерновых, которые бессмысленно выращивать на 10 сотках. Но самое главное, рассматриваем лишь один параметр – возможность человеку не только не голодать, но совсем наоборот – питаться разнообразной и экологически чистой пищей, без применения высокотехнологичных способов, от крупной техники до химических удобрений, и уж тем более ГМО. Просто берем и делаем среднюю температуру по больнице – 10 соток и все. Причем не пытаемся опираться на научные расчеты. В интернете куча всяких попыток расчета, расходящихся на порядки. А поверим мне на слово и моему опыту. В не самой благоприятной для земледелия и скотоводства местности, такой как Подмосковье, 10 соток на человека однозначно образуют излишки, пригодные для обмена. Итак, в одном квадратном километре 10 тысяч соток. Следовательно, 1 квадратный километр способен прокормить 1000 человек. Из чего следует, что для прокорма 10 миллиардов человек необходима площадь 10 миллионов квадратных километров. Суммируем с результатом 2 миллиона квадратных километров из расчета 200 квадратных метров общегородской площади на одного человека и получаем 12 миллионов квадратных километров, то есть 12% от всей пригодной для проживания и использования площади Земли. Далее можем совершенно спокойно, в рамках разумного, без ущерба качеству и экологичности, заняться повышением эффективности сельского хозяйства и животноводства, сократив норму соток на одного человека, например, в 2 раза, что совершенно корректно, и получим к 2050 году результат в 7% от всей пригодной для проживания Земли, занятой для поддержания жизнедеятельности 10 миллиардов человек. А если кто-то хочет упрекнуть меня в отсутствии в расчетах заводов, пароходов, электростанций и прочих свечных фабрик и фабричек, также требующих места для своего размещения, то готов пойти на уступки и выделить для всего этого процента
3. Внимание от пахотной земли. Хотя понимаю, что в этом нет никакой необходимости. С лихвой хватило бы и 1%. Причем не обязательно на сельхозугодиях. Тем не менее, иду на уступки из склонности к консервативным расчетам и детской любви к целым и особенно круглым цифрам. Чтобы получить, например, заветные 10% для 10 миллиардов человек от всей пригодной для жизни Земли. Таким образом, получаем окончательный результат. Ресурсов всей планеты вполне хватает для поддержания рачительной жизнедеятельности 100 миллиардов человек и без необходимости нанесения необратимого ущерба экологии Земли. При этом останутся нетронутыми не только существующие лесные массивы, но также и обширные заповедники со всеми их обитателями, без всякой необходимости изображать из себя царя природы с тотальным уничтожением природы, как это давно и успешно сделано в Европе. Впрочем, никаких 100 миллиардов царей в ближайшей перспективе Земле не грозит. По расчетам специалистов, с учетом природной демографической корреляции, к 2100 году на Земле будет проживать не более 13,3 миллиардов, а по наиболее вероятному прогнозу всего 11,2 миллиарда человек. Вот, собственно, и все. Далее делайте выводы сами. Насколько состоятельны различные экзотические теории об оптимальном количестве населения Земли и необходимости его принудительного регулирования. И не забудьте главное. Предполагается, что под означенное регулирование обычно не попадают авторы теорий и ее сторонники, а попадаем мы с вами, простые читатели теорий и их противники. Особенно почему-то, если мы русские, к тому же не самые многочисленные и не самые быстро размножающиеся, но обладающие самыми обширными территориями на планете, доставшимися нам неимоверными усилиями предков. И если где-то далеко люди массово умирают от голода, то вопрос не в перенаселенности, а в чудовищной парадигме, позволяющей утилизировать миллионы тонн продовольствия, ибо это много выгодней, нежели накормить голодающих. Автор Александр Дубровский. От себя добавлю, недавно я сам попробовал посчитать, в какой квадрат Земли поместится все население планеты. Возьмем 7 миллиардов населения Земли. Поставим их рядом друг с другом и выделим каждому по полметра квадратного земли. В квадратном метре таким образом поместится 4 человека. Разделим 7 миллиардов на 4 и получим 1750 миллионов квадратных метров, что равняется 1750 квадратным километрам. Именно 1750 квадратных километров земли надо, чтобы разместить стоя все население планеты. Для примера, площадь Москвы 2561 километр. Понятно, что эти цифры не для проживания, а для статистики. Вот вам и перенаселение планеты. Нам о нем просто врут. А если учесть, что скоро математику в наших школах заменят на мракобесие, то скоро и такие простые расчеты будут людям не под силу. А неграмотными людьми легче управлять. Так что развивайтесь, обучайтесь самостоятельно. Ибо знаний вам никто просто так давать не будет, как это было в СССР. Прошу вас, оглянитесь вокруг, посмотрите на мир чистыми глазами, и вы увидите, как много лжи нам пытаются внушить. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.